На самом деле я уже такая не фреш, потому что я сегодня спала 3 часа. Ох уж это проживание в Омске, а не в Москве. Достаточно сложно путешествовать, но я как-то справляюсь. Я встала в 2 часа ночи для того, чтобы вылететь в 5 утра из Омска в Шереметьево, потом из Шереметьево в Ереван. Плюс была очень короткая пересадка. Пересадка длилась 2 часа, но пока пройдешь паспортный контроль, пока у тебя проверят ручную кладь, это все тоже занимает время, поэтому я быстренько в бизнес-зале Малевич посидела, перекусила. Но, честно говоря, Малевич мне не очень понравился. В принципе, мне есть с чем сравнить. Тот же бизнес-зал в Пулково мне нравится гораздо больше. Выбора из еды особо не было. Мест тоже крайне мало. Я кое-как нашла себе местечко, хотя было прям вот раннее утро. Обменять деньги можно прямо в аэропорту, только обращайте внимание на курс. Самый выгодный уже после прохождения контроля и багажных лент. В Фастбанке самый лучший в городе курс. Я обменяла деньги там. Также особой разницы при выборе сим-карт нет. Примерно одинаковые тарифы и идентичная цена на безлимит. Я выбрала МТС, так как по отзывам он лучше всего ловит в горах. Ну что же, всем привет! Сегодня у меня особенный день, день моего рождения, и я решила провести его в Ереване. Всего я проведу в Ереване 3 дня. Погуляем сегодня по городу, посмотрим на каскад, на центр, на площадь Республики и зайдем еще в Матендаран. Завтра рано-рано утром отправляюсь за город Еревана, так сказать, потому что все главные достопримечательности, которыми славится Армения, славится Ереван, на самом деле находятся немножко поодаль от непосредственно Еревана. Поэтому нужно будет по 100 километров между точками проезжать, но это определенно будет стоить того. Поэтому обязательно смотрите на тайм-коды, ищите интересующие вас места, и также в описании под видео есть ссылка на сайт, где я все эти локации сохранила для вас списком, чтобы вы тоже смогли составить свое будущее путешествие и с удовольствием, с радостью в него отправиться. И в последний день у меня вылет в 6 вечера, но при этом нужно заранее добраться до аэропорта, поэтому тоже проведем его в городе. Остановилась я в отеле «Республика». Я на самом деле выбирала между несколькими отелями, потому что здесь есть достаточно большой, хороший выбор отелей в центре, удобных и логистически, и в целом комфортных. Почему выбрала «Республику»? Мне понравился вот этот аутентичный какой-то дизайн интерьера, но при этом современный, лаконичный, без какого-то лишнего пафоса, золота. В общем, все хорошо. Ну и плюс у него отличные рейтинги, отличные отзывы. Плюс у меня были проблемы с оплатой. С 31 марта российские карты не работают в Армении. Плюс провести платеж удаленно тоже не получается. То есть нужна физическая карта для того, чтобы провести оплату. Но мне пошли навстречу. На 2 недели позже списали оплату, предоплату с моей уже казахстанской карты, поэтому все чудесно, на почте отвечали очень вежливо, классно, здорово. Здесь тоже меня прекрасно встретили, поэтому мне понравилось. На самом деле номер достаточно такой компактный, ничего супер необычно, невероятного здесь нет. Кровать у меня, по-моему, номер называется «Одиночный сингл», каким-то таким образом. И здесь я уже намусорила. Так, мой чемодан с космонавтом. И давайте посмотрим ванную комнату. Обычно она достаточно показательно отражает то, что вообще ждет в отеле. Тоже очень миленько. Дерево, имитация дерева, точнее говоря, плиточка. Но, правда, пол какой-то мокро-грязный, допустим. И здесь такая небольшая ванная комната. Ну что же, я приехала на первую локацию. Называется она Матендаран. Здесь хранится более 17 тысяч рукописей. Вообще входит это здание и коллекция в наследие ЮНЕСКО, поэтому точно будет очень и очень интересно. И, кстати, один из основателей придумал армянский алфавит, поэтому точно будет интересно. Потрясающе красиво, конечно. Такой холм. Просто супер. И вид на Ереван. Здание, конечно, невероятно красивое. Просто задний план. Арка. Невероятная красота.
Еще я очень люблю гулять по дворам. Хочу показать вам этот переулок. Мне он почему-то очень напомнил дворы в Израиле, в Тель-Авиве тоже плюс-минус такая история. Ну, конечно, без гаражей справа, но тоже ты идешь достаточно близко к дому. Тут же припаркованы близко машины. Очень прикольно. Ну и атмосферно тоже. Я в целом предпочитаю гулять не только по центральным улицам, но и вот так вот заглядывать во дворы, смотреть, как живут люди, достаточно интересно. Ой, а это не сирень, оказывается. Смотрите, какие интересные цветочки. Но, кстати, по аромату именно больше похож на сирень. Продолжаем путь к каскаду. Я уже вижу, что он совсем рядышком. 2 минуты идти осталось. Прямо сейчас по прямой и чуть-чуть обойти. Смотрите. Просто идешь по двору и встречаешь произведение искусства. Осталась 1 минутка, и мы на месте. Ей, мы подходим к каскаду. Вот он, прямо здесь. Кстати, очень удобно пройти не по главной улице, а вот так в переулочке, проулочке. Так, ну первое, что хочу сказать, что то, что вы видите на фотографиях, вообще не соответствует действительному масштабу. Потому что, во-первых, смотрите, какой здесь вид. Теперь просто поворот и миллиард ступенек наверх. Поэтому сейчас пойдем посмотрим, что же тут находится. Итак, первый уровень, любимый многими, знаменитый, с вот этим как бы веером. Выезжаю сейчас в Хор-Вираб, ехать 40 минут, время 8 утра. Я решила сегодня программу максимум устроить себе, поэтому такой ранний подъем. В принципе, я еще вчера успела погулять по Еревану и посмотреть улицы. Шла от каскада, где мы с вами вместе были, до отеля. Идти было где-то 30 минут пешком. Мне очень понравилась атмосфера города. На самом деле, когда едешь в такси и впоследствии идешь пешком, это огромная разница. Город очень уютно, очень приятно, такой обволакивающий. Даже несмотря на шум машин, пробки, множество людей, ну, в общем-то, оно и понятно, потому что столица, но очень уютно, когда ты идешь пешком. Так, чтобы добраться, нужно преодолеть 1 000 000 лестниц, но я уверена, что это того будет стоить. Ой, вид просто Ой, главное не упасть. Вид просто невероятный. Везде горы, поля. Потрясающее место. Очень зря я не взяла с собой очки. Ну, по крайней мере, я поняла, что до всех красот в Армении путь достаточно сложный, тернист, но это определенно стоит того. Ну что ж, начинается тот самый вид. Ну, это вау. Это да. Так, главное здесь под ноги смотреть, потому что я смотрю вокруг, но оказывается, есть смысл смотреть во все стороны сразу.
Если вы хотите по-настоящему успешную поездку на Хорви-Раб организовать, то особую важность имеет время, потому что сейчас 9 час, и уже смотрите, как ярко и высоко стоит солнце. Ну и плюс желательно делать все до жары, поскольку все самые интересные видовые площадки не сразу на подъеме, а гораздо выше. То есть я сейчас смотрю на сам монастырь Хорви-Раб. Но мы будем подниматься еще выше. Поэтому стоит запастись энергией и силами. Но, кстати, с этой точки тоже замечательный, прекрасный вид. То есть, смотрите, это непосредственно та точка, где я только что находилась. И вот сам монастырь Хорви-Раб. То есть нужно подниматься вон там сбоку. Страшно! Хорви-Раб, конечно, потрясающее место. Единственное, что уделите ему как можно больше времени в плане своего путешествия. И также обязательно будьте в брюках и в удобной обуви. Потому что подъемы на самые интересные, на самые видовые точки достаточно крутые, сложные. И в иной амуниции будет достаточно сложно. Также солнце уже достаточно высоко, несмотря на то, что еще утро. В районе 9 часов утра, поэтому тоже планируйте как можно на более раннее время поездку, потому что уже достаточно жарко. Сижу, жду такси на пустыре чисто. Хочу поделиться впечатлениями. Хорви-Раб, конечно, замечательное место. Мне безумно понравилось. Там очень атмосферно, очень красиво. Замечательно вообще. Мне очень нравится. Единственный нюанс, что такси достаточно долго едет, поэтому есть смысл заказать, пока вы еще наверху. Еду в такси. С таксистом договорились, что он отвезет меня в Гарни, Севанаванг, покажет еще водохранилище и обратно в Ереван, все за 20. И он меня угощает пивом. Интересно, увлекательно. Я, как обычно, не без приключений. Азатское водохранилище, конечно, прекрасное, замечательное место. Мой водитель меня туда привез. Единственный минус — обилие туристов здесь, поэтому сложно записать видео, но я постараюсь это сделать. Ну что же, я в Гарни. Здесь потрясающе цветут яблони, очень красиво, я жива, все со мной в порядке. Ну что же, я нахожусь у храма Гарни, это единственный сохранившийся в Армении языческий храм. Он был построен в честь бога солнца Митры. Территория мне очень-очень нравится, много цветущих растений, яблони, птички, потрясающие ароматы. Здесь достаточно много людей, но это совершенно не мешает наслаждаться территорией и видами из этой локации. Видео? Да. Если хотите, можете пройти. Я просто работаю. Фотосессия нет. Просто только видео. Да. Ага. На самом деле здесь в идеале взять экскурсовода и ознакомиться более детально, более интересно, потому что мимо меня проходило несколько человек, которые рассказывали исторический факт, в целом историю появления и сохранения этой античной постройки, но хотя бы таким образом. Кстати, почему сохранился именно этот храм языческий, а другие были разрушены? Это все связано с тем, что это был любимый храм сестры царя. Ну и также помимо политических, религиозных
много иных факторов. Этот храм подвергался и природным катаклизмам, а именно он разрушался во время землетрясений, и там внизу также находили его кусочки. На самом деле я очень хочу, чтобы вы послушали этот звук, потому что это как раз-таки те самые стены, поющие, до которых достаточно сложно добраться, и не каждый решается. И вот как раз-таки напротив храма Гарни они и находятся. Очень страшно на самом деле смотреть вниз. Ой, высота огромная. Озеро Сиван и Севанаванг – это, конечно, потрясающее место. Не зря я сюда столько часов ехала, добиралась. Было непросто, было тернисто, но сложнее всего на самом деле не доехать до сюда, а дойти, потому что лестницы очень крутые, подъемы очень крутые. Короче, сегодня получается неистовая кардиотренировка. Ну, в общем-то, на здоровье, как говорится. Поднялась я наконец-то на вершину к Севанавангу. Сзади меня озеро Сиван. Потрясающее место, очень атмосферное, очень красиво. Единственный минус – это жесткая тренировка на кардиовыносливость. Здесь просто миллиард ступенек, а плюс крутой подъем, когда ты в целом поднимаешься в эту сторону. Но это определенно того стоит. Единственное, учитывайте, что здесь более прохладно, чем в Ереване, чем в других локациях, поэтому есть смысл взять с собой кофточку, ну либо проводить здесь не очень много времени. Ну что же, сегодня заключительный третий день в Ереване у меня. Я сегодня решила погулять просто по городу. На самом деле это моя любимая часть любого путешествия, когда я просто выхожу из номера и иду туда, куда глаза глядят. Чаще всего отели в центре, поэтому, в принципе, все локации достаточно интересные получаются. Плюс, помимо прочего, хочется немножко проникнуться таким местным колоритом, потому что все равно, гуляя по именно туристическим локациям, такого не происходит. Но вот даже взять тот самый дворик, по которому я случайно прошла во время своего пути на каскад, когда бы я его еще встретила? Вот как раз-таки во время импровизации. Поэтому сегодня время просто походов в никуда, без какой-либо конкретной локации. Изначально сегодня я планировала зайти в 2 музея и заехать в Ереван Молл. Но то самое, что я хотела купить, я уже купила себе, точнее не себе даже, а маме в Duty Free. В принципе, хорошие цены были на Живанши. Плюс сегодня у меня тоже будет 2 локации Duty Free-шные. По сути, то же самое получается. Ни одежда, ни что-то еще мне не нужно, поэтому, в принципе, можно туда не заезжать. Кстати, обратили или не обратили внимания, не знаю, на питьевые фонтанчики. Их очень много в городе. Это на самом деле невероятно удобно. Что еще мне безумно нравится, так это множество цветов, растений, всего прочего в городе. Если сравнивать, ну, я не знаю, насколько всеми российскими городами, но с Москвой вряд ли. А вот в Омске получается, что все заборами обнесли, и ты не чувствуешь какого-то пространства и свободы. Так, кому интересно, сколько стоит платная парковка? 1 час 300 драм, 1 день 2000 драм, 1 неделя 5000, 1 месяц 18 000. Ну и можно купить годовую. Еще хочу обратить ваше внимание на то, как украшен вход в Армения банке. Целое дерево там растет. Очень тоже интересно.
я хочу немножко отдохнуть, расслабиться в парке, потому что парки тоже очень важная часть насыщения, обогащения традициями местных. Ну и в целом интересно то, как оформлено все и организовано. Вот и знаковая локация – это площадь Республики. То самое место, куда я изначально и планировала прийти. Ну что ж, знаки судьбы, значит, привели меня именно туда, куда все было задумано. Кстати, полиции в городе всегда очень много. Я неоднократно спрашивала у разных людей, и у таксистов, и просто у местных, насколько нормально, что в городе всегда так много полиции. Ну, во-первых, в те даты, когда я здесь нахожусь, прилетел президент Казахстана, поэтому полиции чуть больше. Но и в целом всегда, по словам местных, полицейских здесь очень-очень много. Тотальная загадка для меня, но все дороги во всех странах ведут меня в мечети. Мы дошли до Голубой мечети, тоже достаточно знаменитое, легендарное туристическое место в том числе, но понятно, что и для различных религий это также значимая локация. Смотрите, какие интересные ковры. Даже не представляю, насколько сложно их было делать, если они сделаны вручную, конечно же. Ну и вот непосредственно сама Голубая мечеть. Тоже история на контрасте. В центре все такое современное, а здесь старые дома, ну, а-ля хрущевки. И сушится белье на веревке снаружи. Что есть в бизнес-зале ереванского аэропорта Зварнац? Он находится в секции для международных рейсов. Вход непосредственно через duty-free. Не потеряйтесь. Выбор еды достаточно скромный, но можно найти то, что понравится и взрослым, и детям. Также рекомендую попробовать местные вина. Лично мне пришлось по вкусу игристое. Есть разные варианты для размещения. И лежаки, и диваны, и стульчики. Все с видом на гейты и летное поле. Также вы можете принять душ, правда полотенец нет в открытом доступе. Вы можете пройти совершенно бесплатно в 2 бизнес-зала, если оформите Тинькофф Премиум по ссылке под видео.